Упрощенная система налогообложения, УСН 6% или 15%. Каждый, кто платит налоги по упрощенной системе, хоть раз задавал себе этот вопрос. При выборе упрощенки важно с самого начала дать на него правильный ответ, от этого зависит прибыльность вашего бизнеса, а изменить выбор можно будет только со следующего календарного года. УСН 6%. Налогом по ставке 6% облагается вся выручка. УСН 15%. Налогом по ставке 15% облагается разница между доходами и расходами. Если затраты окажутся больше выручки, платить все равно придется, как минимум 1% от дохода. Как выбрать? Спланируйте свои расходы. Чем они больше, тем больше аргументов в пользу УСН доходы минус расходы. Как правило, если расходы меньше 60% от доходов, выбирайте УСН 6%, чтобы не переплачивать. Чем больше сотрудников, тем привлекательнее выглядит УСН 15%. Там все страховые взносы за себя и работников можно записать в расходы, а вот на УСН 6% уменьшить налог можно только наполовину от суммы взносов. Мастеру маникюра, работающему в одиночку как ИП, скорее всего выгоднее платить УСН 6%, а небольшой кофейне, которая платит аренду и зарплату бариста, стоит присмотреться к УСН 15%. Много планируете вкладывать на старте? При УСН 6% эти затраты списывать нельзя, а вот УСН 15% даст возможность списать часть из них и снизить сумму налога. Платите торговый сбор. На эту сумму можно уменьшить налог, при УСН 6%, или включить ее в расходы, при УСН 15%. Посчитайте, когда сумма налога будет меньше. Обратите внимание, регион имеет значение. В некоторых регионах ставки УСН могут быть и ниже 6%, и 15%. Например, в Санкт-Петербурге упрощенцы платят по системе дохода минус расходы всего 7% налога. На УСН 15% все расходы придется подтверждать чеками и актами, иначе налоговая может решить, что вы намеренно занижаете прибыль. Так что готовьтесь выбирать надежных поставщиков и тщательно оформлять все документы.